Добрый день, мастер Зубади снова с вами. Сегодня посвятим выпуск одной из первых тренировок, которые, как мы уже сказали, начало, подготовка к лету под легким курсом, который мы показывали ранее. Первый подход, как вы уже увидели, это разминочный сет. Выполняем его в тренажерах, прогреваем заднюю дельту, прогреваем переднюю дельту. Следующий сет будет тяжелый. Вся основа тренировки — это суперсеты. Наливаем, пампимся, так как препараты еще не начали сильно действовать. Поэтому работаем мягенько, постоянный налив поддерживаем, хороший темп, минимальный отдых. Что еще? За весами опять же не гонимся, пытаемся технично вырисовывать. Нам к лету, как я уже говорил, нужна плотность тканей, нам нужен рельефчик, нам надо немножко подсушиться. Ну и самое главное, не навредить. Ни с помощью того курса, о котором я говорил, ни с помощью тренировочного процесса. И продолжаем. Обратите внимание, друзья, на кроссовере есть такая шкала, которая позволяет нам менять высоту, соответственно, воздействия на рабочую мышцу. Мы выполним здесь 4 подхода, и в каждом из 4 будем менять высоту. Для чего это нужно? Видите, чтобы не стоять в неудобной позе постоянно, мы просто смещаем валики, ролики на определенную высоту. Поэтому прогреем хорошенечко под всеми углами. Вес, если надо, добавить, если не добавите, выполняем не менее 15 повторений, чтобы хорошо включилась дельта и потянулась задняя. Точно так же и на жиме. Весом регулируем, а здесь вот используем весь потенциал подобных тренажеров для того, чтобы хорошо перейти к основной части программы. Угол я сместил, кулаки у меня на уровне подбородка, немножко даю растяжку и включаем. Основная ошибка, которую делают при тяге, опускают руки вниз. Таким образом вы начинаете подтягивать к работе широчайшую мышцу, и нагрузка спадает с дельты на спину. Она у вас и так сильнее, она и так будет работать в дальнейшем. Поэтому уровень держим, а акцент смещаем за счет перемещения роликов. То ли ниже, то ли выше. Глубокий вдох, потянулись, включились. Вдох, потянулись, включились. Вы можете обратить внимание, что я сижу лицом к спинке тренажера. Почему я это делаю? Вес небольшой изначально, количество повторений не меньше 15 именно в такой технике. Если бы вес был огромный, я действительно хотел что-то прокачать, я бы прижал, конечно, поясницу. Но у нас потом будет жим со штангой, поэтому более свободный ход, больше амплитуда для дельтовидной мышцы. Я сажусь лицом туда, корпус немножко плавнее играет, и небольшим весом получается такая работа, которая усиливает нагрузку, разогрев и плечевого сустава, и мышцы непосредственно. 27, меняем, 24. Вес. 20. Ну что, 4 подхода сделали, заднюю, переднюю дельты разогрели. Теперь перед тем, как спуститься в нижний зал для жима и для протяжки, немножко еще прогреем, протянем среднюю дельту. Сделаем это с помощью также блока и таким длинным сетом, без остановки. Смотрите, следите. Значит, мы сделали только что левой рукой, правой рукой по 12-15 повторений. И теперь, не сбавляя вес,
не делая никакой отдых, сразу переходим опять к левой рукой, но немножко уменьшаем количество повторений. То есть было 12-15, будет 10-12. И тут же продолжаем работать. Итак, мы сделали 4 сета, 4 подхода разминочного сета. Поработали в тренажерах, немножко разогрелись. Переходим к основной части. Классика. Жим штанги на количество, вес небольшой, пампим в крайних точках, не задерживаемся. И протяжка, чтобы хорошенечко налиться. На количество суперсетом. Поехали! Так, теперь что касается ширины хвата и угла наклона скамьи. Значит, помните, у каждого человека своя антропометрия, поэтому главный основополагающий фактор – это ваше удобство, и чтобы вы чувствовали то, чем вы работаете. То есть у вас задача включить переднюю дельту, соответственно, выбираете и ширину хвата, и угол наклона. Здесь можно так сесть, можно чуть-чуть ровнее. Как вы будете лучше чувствовать, можно чередовать. Одну тренировку так, другую так. То же самое касается протяжки. Если вам удобней, вы лучше чувствуете дельту более узким хватом, пожалуйста. Чуть широким, пожалуйста. Делайте так, чтобы вы прочувствовали целевую зону. Никого не слушайте. Когда говорят, что это неправильно, это правильно, это некорректное утверждение. То есть вам должно быть удобно, и вы должны чувствовать то, над чем вы работаете. Естественно, так как это стержневая связка, то делаем не меньше 4 подходов. 5-6, конечно, тоже можно, но так как мы выполняем 12-15 повторений, 5-6 может быть и тяжеловато. Но смотрим уже по своей кондиции. Если разминочный делали здесь, тогда 4 рабочих. Если сразу после разминки, той, которую мы вам показали, вы включаетесь в рабочие веса ваши, то в принципе 4 подходов в 12-15 повторения будет достаточно. Ну вот, делаем завершающий 4 и потом перейдем к следующей связочке. Последней связки, чтобы хорошенечко нагрузить плечи, трапеции одновременно, мы решили воспользоваться TRX-ами. В чем преимущество TRX по сравнению с тренажерами? Это, естественно, количество степеней свободы. То есть я могу направлять локти как ниже, во втором подходе чуть-чуть выше, в третьем подходе еще чуть-чуть выше. Так как у нас сейчас по сезону всего начало курса, и тело еще не налилось должным образом, то именно такая работа обеспечит, в принципе, достаточную мягкость для ваших суставов. Тяжело это? Да, тяжело. Но с другой стороны, безопасно. В принципе, про TRX говорить долго не буду. Выше сделали, вам полегче. Ниже опустили петельки, вам потяжелее. Гантельками
вслед дорабатываем среднюю дельту, которую мы уже хорошо подутомили с помощью протяжки. Здесь также работаем на количество и очень четко вырисовываем заднюю, среднюю дельты не меньше 12-15 повторений в каждом подходе. Ну и в конце, так как вы устали, 3 таких суперсета вам вполне будет достаточно. Чем еще хороши TRX, в отличие от фиксированных тренажеров, тех же, допустим, Butterfly задняя дельта на заднюю дельту или средняя дельта машина. Здесь, когда, допустим, в последнем подходе вы уже достаточно утомились, мы можем сократить рычаг и продолжить работу, особенно в последнем подходе. Начали на ровных рычагах, поработали и начинаем переходить на сокращенные. Бым, бым. Также меняя градус воздействия. Сильно бицепсом не тянем, но дельта продолжает утомляться. Будь то средняя, будь то задняя, можно даже с помощью спины, ничего страшного. Главное налить заданный массив максимально, и чтобы последний подход был действительно последним. Что же касается и последнего подхода, работы с гантелями. То есть если изначально вы начинали стартовать с мертвой точки, дельта у вас подустала, и вы уже не тянете, но мы продолжаем ее наливать, чтобы не бросать гантели судорожно, лихорадочно. Меняем немножко траекторию, подключаем переднюю, меняем вектор и продолжаем нагнетать их кровью, двигаясь вперед. Даже если это будут развернутые кисти, даже если это будут сокращенные рычаги. Не бросаем, выполняем заданные 15 повторений, чтобы дельта аж горела. Ну что, друзья, как сказали мне в комментах, дрыщ, ну дрыщ-то и ладно. Свою работу начал, это первая тренировка, можно сказать, курсовая работа. В дальнейшем пишите в ваших комментариях, если вам интересны тренировки, как они будут видоизменяться, будем снимать их больше, не просто образно, а именно мои. Также потом будут добавляться, если захотите, тренировки Андрея Шарапова. Вот, то есть будем продвигаться, двигаться, и через заданных 5 или 6 недель контрольная съемка, как мы уже говорили, замеры, посмотрим, как этот курс ни о чем, о котором нам уже любезно написали, какие он даст результаты. Ну, а потом в конце, как мы уже говорили, будут анализы, будут сравнения, что мы убили, что не убили, чего достигли. Вы все увидите сами. Сегодня мы снимали в Мегароне. Дмитрий был наш оператор, я, Андрюха вместе с нами на связи. Поэтому до новых встреч, ждем ваших комментариев. Всем силы, до свидания.